Привет! Добро пожаловать на Media Keller. Сейчас я покажу вам, что изменилось в DaVinci Resolve 16. Теперь у вас не одна, а две вкладки для монтажа. Новая поможет вам все делать быстрее, намного быстрее. Устали кликать по клипам в поисках забытого кадра? Теперь все клипы можно проиграть как единую ленту. Как в старые добрые времена, только намного удобнее. Выбирайте отрезок сразу нескольких клипов, чтобы они добавились вместе. Хотите точнее? Потяните за край, чтобы не перескакивать на час хронометража малейшим движением курсора. Быстрее добавляйте клипы на таймлайн. Он разделен на два, чтобы вам не нужно было его зумить каждый раз, когда хотите добавить переход. Кстати, добавлять их стало удобнее. Три находятся прямо рядом с командами вставки. Новыми командами вставки, которые лучше многих юзеров Premiere знают, куда добавить эту перебивку со второй камеры. Если перебивки не оказалось, можете нажать сюда, и у вас появится халявный крупный план, чтобы вам не пришлось вручную масштабировать кадр. Хотя это тоже несложно сделать. Все в главном мониторе. Похоже на iMovie? Возможно. Но какая разница, если это поможет вам двигать, ускорять и стабилизировать буквально в 2 клика. Закончили монтаж? Загрузите видео прямо отсюда на YouTube при помощи быстрого экспорта. Также можно отправить монтаж коллегам в Frame.io. Недостаточно быстро? Добавьте новую клавиатуру за $1000, чтобы точно успеть до дедлайна. А теперь инфа для терпеливых и точных. Вкладка Edit осталась, но теперь она еще удобнее благодаря корректирующим слоям. Да, теперь они есть и в этой программе. Хотите делать крутое слоумо, но на Урсу денег не хватает? Новый Speed Warp сделает замедление максимально плавным за несколько гигабайт вашей видеопамяти. Ну а чтобы было удобнее искать клипы с актерами, DaVinci Resolve обзавелся искусственным интеллектом. Он сам распознает лица и отправит их по умным папкам. Да, Apple, теперь не только Final Cut так умеет. Искусственный интеллект добрался и до вкладки Color. Нажмите на кнопку автокоррекции, чтобы Resolve сам выровнял тон вашего изображения. До уровня Radeon еще далеко, но уже есть с чего начать. А вот сматчивать Resolve умеет достаточно неплохо. Примерно так же неплохо, как и удалить какой-нибудь объект из кадра. И даже After Effects не нужен. Ну а теперь то, чего вы столько лет ждали. Да, Resolve переведен на русский язык. Крепкого здоровья всем, кто будет его использовать. А как же Fusion? Fusion тоже стал быстрее. Теперь он рендерит в 2, нет, в 3 раза. Черт, сложно сосчитать, когда он теперь работает в реальном времени. Все это лишь 10-я часть новых функций 16-й версии DaVinci Resolve. Загрузить ее можно бесплатно с сайта Blackmagic Design. Это не обновление, это революция. Наконец мы можем пройти путь постпродакшена, используя лишь один удобный инструмент. Если вы готовы шагнуть на эту тропу и больше узнать о том, как делать круто, подписывайтесь на канал и оставайтесь в фокусе с Media Keller.